У Уоррена Баффета есть известная поговорка: «Бойся, когда ты жадный, будь жадный, когда боишься». Это означает, что человек, который делает инвестиции, должен выполнять контрциклические операции. Когда рынок раскручивается, больше всего необходимо спокойно наблюдать и даже решительно уходить с рынка. Когда рынок вялый, смело входить. Однако похоже, что последний раунд контрциклических операций Баффет был побежден. В феврале этого года затронутые глобальной эпидемией европейские и американские фондовые рынки резко упали. Баффет начал смело нырять на фондовый рынок США и купил более чем на $45 миллионов Delta Airlines по средней цене $46,4 за акцию. В середине марта Баффет начал увеличивать долю акций в Mellon Bank Нью-Йорка, вложив $350 миллионов. Этой волной операций Баффет полностью реализовал смысл фразы «Будь жаден, когда другие боятся». Но я не ожидал, что когда фондовый гуру недооценил акции американских компаний, которые еще упали на 25% в марте. Акции Mellon Bank и Delta Airlines упали на 40 и 50 последовательности. Другими словами, Баффет потерял деньги. Некоторые посчитали, что в этом году Баффет потерял почти $46,5 миллиардов США, что составляет более 320 миллиардов юаней в пересчете на китайскую валюту. Но что самое интересное, так это то, что сразу после того, как Баффет продал акции, их стоимость в США немного восстановилась. Итак, кто-то шутит о Баффете, который родился в 1930 году, и говорит следующую фразу. 90-летний джентльмен, вы продаете акции по минимальной цене. Кажется, что фондовый гуру действительно постарел. Однако, по мнению других, распродажа акций Баффета представляют собой новый взгляд на будущий мировой рынок капитала. Недавно Рэй Далио из фонда Бриджуотера сказал в одном из своих выступлений, что мы вступаем в похожую Великую депрессию 1930-х годов. Кроме того, банковская процентная ставка во многих странах упала до нуля, что означает, что инструмент стимулирования процентных ставок Центрального банка будет признан недействительным, и все классы активов могут упасть. По совпадению, Говард Маркс, основатель Oaktree Capital Management, также сказал в своем инвестиционном меморандуме, что он очень обеспокоен перспективами, которые несут экономике вспышка коронавируса. Особенно в Соединенных Штатах многие американцы просто не осознают серьезности эпидемии, а пляжи по-прежнему полны туристами. В Китае ни в одной провинции, кроме провинции Хубэй, то есть где находится город Вухан, не имеется более 1500 подтвержденных случаев. Сегодня 11 штатов США достигли этого числа, и в настоящее время больничных коек, аппаратов ИВЛ и ресурсов в Соединенных Штатах недостаточно. Говард Маркс сказал, что если в будущем число случаев заражения и смерти в Соединенных Штатах будет продолжать расти, медицинская система будет перегружена, и больницы, вероятно, будут вынуждены принимать решения об сортировке больных. Кому помогать, а кому не помогать. Это означает, что они добровольно будут отказывать в праве на жизнь пациенту. В то же время экономика США быстро сокращается. Только на прошлой неделе число людей, впервые обратившихся за пособием по безработице в Соединенных Штатах, достигло 7 миллионов, что является рекордно высоким. Это уже не просто волна безработицы, а это уже цунами безработицы. Согласно прогнозу Говарда Маркса, ВВП США во втором квартале упадет на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Худшим кварталом в истории было снижение всего на 12% в первом квартале 1958 года. Экономике не будет хорошо, соответственно, и фондовый рынок будет в плачевном состоянии. Исторически всякий раз, когда происходит
экономический кризис, финансовый рынок испытывает резкий спад. И этот спад часто будет перемешиваться с взрывами мелких снарядов. А после каждого небольшого понижения экономики фондовый рынок будет двигаться к более серьезному снижению. Я приведу несколько классических моментов. Например, вспомним октябрь 1929 года. Соединенные Штаты впали в Великую депрессию. Акции американских компаний в среднем упали на 34% за один месяц. Затем на следующей неделе американские акции восстановились на 18%. Как только все думали, что катастрофа прошла, акции вновь свалились на 26% в следующем месяце. Еще один пример. Финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к падению фондовых индексов США. Эти 4 раунда погружения длились около года и 3 месяцев. Среди них были небольшие падения много раз, и весь спекулятивный капитал, который ринулся на фондовый рынок, чтобы заработать на этом, понес большие, можно сказать, небольшие, а громадные потери. В этом смысле избавление от акций Баффета представляет его новое суждение о будущем мировом рынке капитала. Другими словами, взгляд на будущее говорит нам готовиться к худшему, а неопределенность эпидемического контроля определяет неопределенность рынка капитала. Уважаемый слушатель, на ваш взгляд, будущий финансовый рынок слишком пессимистичен? Комментарии оставляем под этим видео. Подписываемся на мой канал, вас ждет много интересной информации. Не забываем ставить на колокольчик. Увидимся в следующем видео.